Oh. Uh-huh. Oh, Shushka! Johnny Tarp, Boo Boo Baba Blue. Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки в Sims 4. Сегодня нам предстоит построить максимально маленький домик для максимального количества персонажей, потому что я была бы не я, если бы я это не попробовала. Я, в принципе, люблю ставить перед собой какие-то такие задачи, чтобы крошечная квартира или крошечный домик и 8 персонажей. Мне кажется, это весело, когда ты выгадываешь, выкраиваешь каждый сантиметр. Но здесь, конечно же, дом не настолько крошечный на самом деле, потому что все-таки там оказалось достаточно места для всех персонажей, всех 8 персонажей. У меня, кстати, семья, если вы заметили по заставке, мама, папа, бабушка, дедушка и 4 детей. Получается 2 подростка и 2 школьника. Вот. И они все достаточно легко разместились в этом доме, как мне кажется. Хотя он не самый большой, но не самый маленький. Я, конечно, впоследствии все-таки попробую сделать поменьше домик, но вот в сельском стиле. То есть мне захотелось в стиле нового дополнения что-то сделать, попробовать, посмотреть, как оно будет выглядеть. Плюс я очень давно уже хотела попробовать построить дом в городе в этом новом, получается. Это же типа городской участок. Там, получается, напротив вот эта площадь, где проходят конкурсы. Вот, то есть вроде как это и уже деревня, но еще нет. Там вроде как часть города, вроде как и нет. Ну, какое-то такое вот, что-то средненькое. На самом деле это очень круто выглядит, этот участок. Он, получается, приподнят с одной стороны, то есть там вот эта лесенка, в которую ты заходишь, фронтальная, а с другой стороны там вроде плоско все. Ну, то есть там типа сделан так, рельеф обыгран. Вроде как натуральный рельеф обыгран так, что часть как бы приподнята участка. В общем, участок классный, интересный. И пока я вот строила, я поняла, что я бы тоже в таком пожила. Ну, в смысле того, что вроде бы вот у тебя город под боком, то есть какие-то необходимые тебе вещи, там, продукты, еще что-то. Но ты вроде как и в селе находишься, ну, то есть все прелести сельской жизни у тебя в общем доступе. И, в общем, в этом что-то есть, вы знаете, в этом что-то есть. Нужно еще построить здесь, посмотреть, привыкнуть. Ну, в любом случае, со временем все участки будут освоены. То, что у каждого участка все равно какая-то своя история, какие-то свои особенности, фишечки, потому что я уже строила на участке, который практически полностью в лесу, он прям как спрятан туда. В этом тоже есть какое-то свое очарование, то есть он там вдали, где-то там спрятался среди лесов, среди каких-то чащоб, и там только маленькая тропочка к нему ведет. Но если построить что-то достаточно высокое, то вид, конечно же, шикарный из окон получается. То есть, в принципе, как бы интересный такой участок сам по себе. Есть очень открытые участки. Сначала мне они вообще что-то не понравились. Я любитель закрыться в коробочку, чтобы меня никто не трогал и не смотрел на меня. Вот. А эти участки, там несколько получается, их основных таких больших участков, они находятся в достаточно открытой местности. То есть там тот участок, на котором я прохожу ферму, он вообще такой, что просматривается все вокруг. Мне не очень нравится, как ты чувствуешь себя не очень защищенным, но в целом нормально. Как бы. Для большой фермы это самое то, потому что как бы можно кучу всего разместить. Вот в том же челлендже у меня там много
и грядок, и 2 сарайчика спокойно помещаются. Ну, то есть, как бы, пространство, оно занято достаточно сильно. Плюс достаточно большой пруд, который там разместил. Ну, я теперь практически везде размещаю какие-то прудики, не могу удержаться, но они добавляют какого-то такого шарма сельского, я не знаю, как это сказать. Но мне нравится добавлять какие-то пруды, какие-то водоемы. В этом что-то есть. Так вот, насчет этого дома. В принципе, не могу сказать, что он прям крошечный-крошечный, но он небольшой, вот честно. На первом этаже у нас получается небольшая гостиная, такая при входе, то есть там впоследствии будет и телек, и этот камин, вот, и небольшая кухня. Совсем небольшая на самом деле. Надо было бы, наверное, сократить впоследствии этих тумб. Но я что-то как-то разошлась. Мне так понравился этот розовый цвет, что меня уже было не остановить, если честно. Вот. У нас небольшая кухня. На первом этаже получается спальня старших, самых старших в этой семье, чтобы им не нужно было каждый раз туда-сюда подниматься. На втором этаже такая проходная спальня детей, и в самом конце спальня мамы и папы, как бы, всех этих детей. Вот. И я долго боролась с тем, что я не люблю делать проходные спальни. Мне кажется, мне всегда кажется, что спальня — это что-то такое очень интимное, уютное, и то, что, как-то... Не знаю. В общем, это какое-то личное пространство. Вот. Я вспомнила слово. Это личное пространство человека, и делать его проходным, конечно, это извращение. Но у меня другого не было выбора. То есть, выбор был сделать очень узкий, длинный коридор. Но я что-то не захотела, честно. Но выглядит всегда не очень, и я пренебрегла этим. Но если вы захотите такое построить, то можно там построить этот коридор. И плюс я бы отрезала одно окно, и там и так с окнами проблема. Поэтому, точнее 2 даже окна, потому что пришлось бы лестницу закрыть, а на лестнице как раз располагается один из больших окон, одно из больших окон. Вот, поэтому я решила все-таки не лишать света, не лишать и не строить городушки в плане того, что делать эти узкие коридоры. В общем, на втором этаже у нас 2 спальни, 1 проходная для детей. Неприятно, но терпимо. Вот, на улице у нас есть место для одного сарайчика. Я завела ламу, я еще не заводила лам. Мне очень интересно было, как это вообще выглядит. Как она вообще выглядит, эта лама. Нормально. Я пока не очень поняла, как за счет них зарабатывать, только за счет шерсти получается, то есть стричь ее регулярно. И за счет кормежки разных добавок получается ее, как это называется, изменять эту ламу, цвет ее шерсти, и за счет этого продавать больше шерсти. В общем, не знаю, потому что мне кажется, с коровы как-то побольше денег. Хотя не знаю, там тоже просто молоко и все. Но из молока ты можешь еще сыр сделать, сыр можешь продать, хотя сыр стоит всего 10 симиллионов, на самом деле не так уж много. Вот. Поэтому, пока я не знаю, что выгоднее, что лучше, но по мере того, как будет развиваться наша ферма, я узнаю, потому что нам надо там прокормиться, поэтому я достаточно постараюсь быстренько выяснить, что дороже, что меньше, что выгоднее, что невыгоднее. Посмотрим. На самом деле, я там так долго мучилась, но по факту, как только снимаешь первый урожай, уже повеселее откровенно получается. Потому что, конечно, это испытание с пустым холодильником, которое можно теперь выбрать для каждого участка, это реально испытание. И это жестяк какой-то непереносимый. Я что-то не ожидала, что это будет настолько сложно. Хотя, казалось бы, пустой холодильник, пустой, купил продуктов, да и все. Но нет. Кстати, единственное, что я так немножко не поняла, это получается, когда вы готовите при пустом холодильнике, вы не можете приготовить сразу несколько порций. Но, может быть, у меня не хватало продуктов для нескольких порций. Мне предлагали только одну, например, приготовить.
Вот, ну, как бы будем разбираться, но вот пока меня этот вопрос немножко мучает. То есть это правда так? Тогда это очень неудобно, мягко говоря, потому что как бы у меня там дети, которые не всегда хотят себе приготовить, у меня там школьник, который не умеет себе готовить. Как его тогда накормить? Вот это у меня прям проблема теперь. Как накормить своих детей? Вот, возвращаясь к этому участку. Сбоку, получается, я тут долго думала, что же мне сделать, потому что я что-то так отсекла эту часть участка, все заключила в такой небольшой заборчик, такой и такие, в общем, у меня 3 разных забора, я не знаю зачем, но что-то мне так понравилось, потому что там отдельно садик отделен, отдельно вот место для ламы. Вроде как ламы и коровы не уходят далеко, ну, то есть они там тусуются вокруг своего вот этого сарайчика. А вот куры, разбегаются, забираются в дома, заходят на кухню. И это немножко странно, честно. Я что-то не ожидала, что курицы будут такие мобильные, так сказать. Ну, то есть они там тусуются, если, я так понимаю, их не закрыть специально, то есть не закрыть, не знаю, забором, наверное. Но вот тоже буду пробовать закрывать забором, потому что, ну, неудобно, когда курицы тусуются у тебя везде. Вот. В общем, надо попробовать их закрыть забором, иначе они будут такие курицы-путешественницы. Вы их найдете где угодно, но кроме курятника, собственно говоря. Вот, поэтому, ну, конечно, говорю, интересно все это так делать, так исследовать все это новенькое. Я еще, по-моему, в прошлом видео говорила о том, что все-таки вот это дополнение такое достаточно мощное и крутое, потому что оно очень сильно и много чего поменяло, много чего добавило, потому что снежные просторы, конечно, прекрасно, там новый город, новый навык, вот, потом там нарядные нитки нам принесло вязание. Кстати, можно, оказывается, не обязательно выпрашивать вот эти вот наряды для ваших животных у лесника. Можно их связать, можно самостоятельно взять их и связать, и даже там при низких уровнях вязания там доступно достаточно много, то есть всякие вот эти вот жилеточки, шапочки смешные для куриц, для лам, для коров, это все можно сделать самостоятельно. Я просто думала, что придется каждый раз ходить к этому товарищу, лесник или кто он там. Вот. Но нет, все можно вязать. Вот. Я пока не очень распробовала вышивку, я только начала ее пробовать. Что-то пока не знаю. Что-то пока непонятно, как вообще это все работает, зачем это все надо. Вот. Так вот, опять возвращаясь к нашей постройке, сбоку, получается, я решила, что у меня будет машина стоять. Ну, типа, это парковка для машины, ну, как бы, главы семейства, что он куда-то ездит на своем грузовичке, что он там что-то делает. Я решила, что вот так вот оно будет. Вот, добавила немножечко декора. Единственное, что я вот так красиво проложила дорожки, а они взяли и исчезли. Но это у меня, кстати, в последнее время частенько бывает, что ты делаешь, и не выходишь в режим жизни. Не знаю, может быть, с этим связано, но как бы вот только в строительстве. Потом там у тебя какой-то перерыв, ты заходишь повторно, и вот нету ничего. Все зелененькое опять. Потому что в этот раз у меня то же самое произошло. Я все вот сделала, все попшикала всеми дорожками. Потом это все исчезло, но я уже вам не показывала, как я второй раз это делала, потому что я то же самое сделала. Все те же самые дорожки. Вот. Я не знаю, с чем это связано, но я слышала, что это такая распространенная проблемка, и пока никто и не поборол, собственно говоря. Не знаю, может быть, эти разработчики не считают это чем-то таким глобальным, что у них есть более такие сложные задачи, сложные баги. Они там регулярно что-то чинят, переделывают, доделывают. Вот, они молодцы. Но вот эта проблема немножечко напрягает, если честно. Потому что ты все сделал, дорожки, вышел, зашел и такой, где дорожки? Нет дорожек, давай все заново делай.
В общем, я надеюсь, вам понравилась эта постройка. Я думаю, что впоследствии я все-таки сделаю еще совсем крошечный домик. Ну, то есть я сделаю по tiny living, по клеточкам. Ну, и я думаю, что 100 клеточек я сделала, потому что я уже делала, получается, на 32, потом 64. И теперь настало время 100 клеточек, потому что здесь явно больше 100 клеточек. Я уже ощущаю это дело. Ну, то есть я понимаю, что здесь больше. Вот, поэтому я думаю, что как раз вот пришло время нового дома для нашей большой семьи. Вот, строго по клеточкам. Я думаю, как раз в сельском стиле это будет самое оно. Вот, какой-нибудь тоже городской можно сделать домик такой небольшой, но с большим огородом, что для большой семьи очень сильно актуально. Он хорошо кормит большую семью. Вот. В общем, приятного просмотра. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих построек.